то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох с царицею Анастасией Прекрасную. У них было 3 сына царевича. Состоялась беда немалая. Утащил царицу нечистый дух. Говорит царю большой сын: «Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку». Поехал и пропал. 3 года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься: «Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось мне посчастливится найти и брата, и матушку». Царь благословил. Он поехал и тоже без вести пропал, словно в воду канул. Приходит к царю меньшой сын, Иван-царевич: «Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось разыщу и братьев, и матушку». «Поезжай, сынок». Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону. Ехал и приехал к Синему морю. Остановился на бережку и думает: куда теперь путь держать? Вдруг прилетели на море 33 колпицы, ударились озимь и стали красной девицы. Все хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались, Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краше, кушачок и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться, одного кушачка нет. «Ах, Иван-царевич, — говорит красавица, — отдай мой кушачок, скажи прежде, где моя матушка?» «Твоя матушка у моего отца живет, у Ворона Вороновича. Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка, золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди». Иван-царевич отдал ей кушачок и пошел вверх по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою. Идут они вместе берегом, увидали серебряную птичку, золотой хохолок, и побежали за ней следом. Птичка летела и бросилась под плиту железную в яму подземельную. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благословите меня вместо отца, вместо матери. Опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля и, наверное, не там ли наша матушка». Братья его благословили, он сел на рели, полез в ту яму глубокую и спущался ни много ни мало ровно 3 года. Спустился и пошел путем дорогою. Шел. Увидал Медное царство. Во дворце сидят 33 девицы-колпицы, вышивают полотенца хитрыми узорами, городками с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич, — говорит царевна Медного царства. — Куда идешь, куда путь держишь?» «Иду свою матушку искать». «Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. Он хитер и мудер, по горам, по долам, по вертепам, по облакам летал. Он тебя, добромолодца, убьет. Вот тебе клубочек, ступай к моей средней сестре, что она тебе скажет. А назад пойдешь, меня не забудь». Иван-царевич покатил клубочек и пошел вслед за ним. Приходит в Серебряное царство. Там сидят 33 девицы-колпицы. Говорит царевна Серебряного царства: «Доселева русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух воочию проявляется. Что, Иван-царевич, от дела летаешь, али дело пытаешь? Ах, красная девица, иду искать матушку. Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитер он, и мудер, по горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился. Эх, царевич, ведь он тебя убьет. Вот тебе клубочек, ступай-ка ты к меньшой моей сестре, что она тебе скажет, вперед ли идти, назад ли вернуться?» Приходит Иван-царевич к Золотому царству. Там сидят 33 девицы-колпицы, полотенца вышивают. Всех выше, всех лучше царевна Золотого царства. Такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит она: «Здравствуй, Иван-царевич, куда идешь, куда путь держишь?» «Иду матушку искать». «Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича. И хитер он, и мудер, по горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился. Эх, царевич, ведь он тебя убьет. На тебе клубочек, ступай в Жемчужное царство, там моя мать живет. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет: няньки, мамки, подайте моему сыну зелена вина, а ты не бери. Проси, чтоб дала тебе 3-годовалого вина, что в шкафу стоит, да горелую корку на закусочку. Не забудь еще, у моего батюшки есть на дворе 2 чана воды,
Одна вода сильная, а другая малосильная. Переставь их с места на место и напейся сильной воды». Долго царевич с царевной разговаривал, и так полюбили друг друга, что и расставаться им не хотелось. А делать было нечего. Попрощался Иван-царевич и отправился в путь-дорогу. Шел, приходит к жемчужному царству. Увидала его мать, обрадовалась и крикнула: «Мамки, няньки, подайте моему сыну зелено вина, я не пью простого вина. Подайте мне трехгодовалого, а на закуску горелую корку». Выпил трехгодовалого вина, закусил горелую коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает Ворон Воронович. Был он светел, как ясный день, а увидал Ивана-царевича и сделался мрачнее темной ночи. Опустился к чану и стал тянуть бессильную воду. Тем временем Иван-царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по вертепам, и облакам, и начал спрашивать: «Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь, казной наделю?» «Ничего мне не надобно, только дай мне пасашок перышка». «Нет, Иван-царевич, больно в широки сани садишься». И опять понес его ворон по горам и по долам, по вертепам и облакам. Иван-царевич крепко держится, налег всею своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Скрикнул тогда Ворон Воронович: «Не ломай ты мои крылышки, возьми пасашок перышка». Отдал царевичу пасашок перышка, сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы. А Иван-царевич пришел в жемчужное царство, взял свою матушку и пошел в обратный путь. Смотрит, жемчужное царство клубочком свернулось, да вслед за ним покатилось. Пришел в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное. Взял, повел с собою 3 прекрасных царевин, а те царства свернулись клубочками, да за ним же покатились. Подходит к релям и затрубил в золотую трубу: «Братцы родные, если живы, меня не выдайте». Братья услыхали трубу, ухватились за рели и вытащили на белый свет душу красную девицу, медного царства царевну. Увидали ее и начали между собой ссориться. Один другому уступить ее не хочет. «Что вы бьетесь, добрые молодцы? Там есть еще лучше меня красная девица». Царевичи опустили рели и вытащили царевну Серебряного царства. Опять начали спорить и драться. Тот говорит: «Пусть мне достанется», а другой: «Не хочу, пусть моя будет». «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть краше меня девица». Царевичи перестали драться, опустили рели и вытащили царевну Золотого царства. Опять было принялись ссориться, да царевна-красавица тотчас остановила их. «Там ждет ваша матушка». Вытащили они свою матушку и опустили рели за Иваном-царевичем. Подняли его до половины и обсекли веревки. Иван-царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти. Очнувшись, посмотрел кругом, припомнил все, что с ним сталося, вынул из кармана пасашок перышка и ударил им о землю. В ту же минуту явилось 12 молодцев. «Что, Иван-царевич, прикажете?» «Вынесть меня на вольный свет». Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет. Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились. Царевна из Медного царства вышла замуж за среднего брата, царевна из Серебряного царства за старшего брата. А его нареченная невеста ни за кого не идет. И вздумал на ней сам отец-старик жениться. Собрал думу, обвинил свою жену в совете с злыми духами и велел отрубить ей голову. После казни спрашивает он царевну из Золотого царства: «Идешь за меня замуж? Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмаки без мерки». Царь приказал клич кликать, всех и каждого выспрашивать, не сошьет ли кто царевне башмаков без мерки. На ту пору приходит Иван-царевич в свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю. «Ступай, дедушка, бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай». Старик пошел к царю: «Я де готов за эту работу взяться». Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает: «Да потрафишь ли ты, старичок?» «Не бойся, государь, у меня сын чеботарь». Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-царевичу. Тот изрезал товар в куски, выбросил за окно
Потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки. «Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю». Царь обрадовался, пристает к невесте. «Скоро ли к венцу ехать?» А она отвечает: «Тогда за тебя пойду, когда сошьешь мне платье без мерки». Царь опять хлопочет, собирает к себе всех мастеровых, дает им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику: «Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только на меня не сказывай». Старик поплелся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно. Растворил золотое царство, взял оттуда, что не есть лучшее платье, и отдал старику. «Неси во дворец». Царь радеханик: «Что, невеста, моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?» Отвечает царевна: «Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмешь старикова сына, да велишь в молоке сварить». Царь не задумался, отдал приказ, и в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока. Налили большой чан и вскипятили на сильном огне. Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми прощаться, в землю кланяться. Бросили его в чан. Он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна: «Посмотри-ка, царь, за кого мне замуж идти? За тебя ли старого, или за него, доброго молодца?» Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюсь, таким же красавцем сделаюсь». Бросился в чан и сварился в молоке. А Иван-царевич поехал с царевной из Золотого царства венчаться. Обвенчались и стали жить-поживать, добра наживать.